Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие плетеные серьги с жемчужинами и подвеской. Смотрите, начинаем плести мы с делики. Делика у меня 2 миллиметра. Нам понадобится 24 делики. Набрать их на нитку и завязать в колечко. Важно колечко не затягивать туго. А дальше мы набираем бисеринку делики и плетем мозаичное плетение. То есть пропускаем одну бисеринку, входим через одну. Я нарисую схемку, как схемка будет на экране, как плести мозаичное плетение. И продолжаем по всей окружности колечка. Когда закончим, вот получается второй ряд, то нужно будет сделать еще 2 ряда, чтобы получилась такая схема, то есть 3 ряда, 2 ряда, 3 ряда, 2 ряда. Опять же, схема будет на экране. Так, колечко доплели, теперь смотрите, выходим в среднюю бисеринку, вот там, где в ряду 3 бисерины. Выходим в нее иголкой и теперь будем вставлять жемчужину, нашу бусинку. Вставляем бусинку и теперь иголкой проходим через бусину и выходим с противоположной стороны. И теперь также входим вот в эту среднюю бисеринку в ряду из 3 бисерин. И теперь нам нужно выйти иголкой в первый ряд с одной из сторон, то есть самый крайний ряд. Так, теперь мы будем стягивать нашу оплетку. Теперь набираем 15 номер бисера и проходим в делику, так, чтобы у нас чередовались 15 номер и делика, 15 номер и делика. Подтягиваем ниточку
Проходим так по всему кругу. При необходимости проходим еще раз или два, просто иголкой с ниткой, чтобы это подтянуть. Затем выводим иголку на противоположную сторону, получается, на другой крайний ряд и повторяем эту же процедуру. Набираем пятнашку, проходим в делику, набираем пятнашку, проходим в делику и подтягиваем. Так, чтобы у нашей бусинки получилась такая рамочка из бисера. Так, теперь мы будем добавлять такие треугольнички, делать как гребешок с двух сторон по второму ряду бусин делики. Смотрите, нам нужно выйти иголкой из второго ряда делики с одной из сторон и набрать 3 бисерины 15 размера и пройти в следующую делику второго ряда. В итоге получается такой треугольничек из 3 бисерин. Видите? Прохожу в следующую делику. Получаются такие маленькие треугольнички. Опять 3 бисерины в следующую делику. И так проходим по кругу. Когда закончили круг, выходим во второй ряд с другой стороны, получается, и делаем то же самое. У нас должно получиться 2 гребешка. Так, видите, получился такой рядок гребешков с двух сторон. Теперь берем нашу бусину капельку. У меня дропс. Можно взять магатаму, можно взять чешские капельки. В принципе, можно взять и жемчужинки тоже какие-то. Главное, чтобы они входили между вот бусинками гребешка. И смотрите, выходим из верхней пятнашки, вот этот треугольничка, и набираем бусинку, каплю и проходим в следующую пятнашку наискосок. Опять набираем капельку и проходим в следующую пятнашку, то есть получается во вторую 15-ю бисеринку вот этого треугольничка, в верхнюю, наискосок. И так проходим по кругу. То есть таким образом у нас эти капельки встают между треугольничками.
И когда мы прошли по кругу, то нам надо будет пройти, то есть мы, получается, идем через одну пятнадцатую. Нам надо будет пройти опять, только в этот раз захватывая видите, я прохожу через бисеринку и через 15-ю бисеринку, которую я не прошла в первый раз. Опять прохожу в капельку и в следующую 15-ю. Таким образом, уплотняя это плетение, чтобы эти бисеринки не шатались. Так, теперь нам нужно сделать подвеску. Выходим из средней бисеринки треугольничка одного из и набираем 3 пятнашки, рондель 3 миллиметра, наши жемчужинки и рондель 4 миллиметра и стопорную бисеринку. Теперь пропускаем стопорную бисеринку и проходим через 4 миллиметра, 8, 6 и 3. Проходим назад, не проходим через 3 пятнашки. Теперь подтягиваем. Подтягиваем так, чтобы было не слишком туго, но при этом, чтобы подвеска была подвижной. Проверяем. Еще подтягиваем при необходимости и набираем еще 3 пятнашки. И теперь входим в среднюю бисеринку треугольничка с противоположной стороны, так чтобы вот эта, получается, вот эта галочка была у нас вокруг капельки, бисерины капельки. Вот так. Дальше проходим по бисеринкам. Я вот прохожу по капелькам на капельки с противоположной стороны. И теперь нам нужно сделать петельку. Также выхожу из средней бисерины треугольника и набираю 10 бисерин. Но опять же, на ваше усмотрение, в зависимости от того, какие капельки вы используете. Просто чтобы эта петелька была достаточного размера, чтобы она могла лежать вокруг вот этой капельки. Вот видите, делаю петельку, выхожу в треугольничек этот с противоположной стороны, дальше прохожусь по бисеринам немножко и завязываю узелки, закрепляю ниточку. Я обычно делаю 2-3 узелка в разных местах. Обрезаем нитку, я обрезаю горелкой. И теперь нам нужно приделать швензу. Берем швензу, в моем случае это такие крючочки с камушками. Разгибаем петельку, вставляем нашу сережку и загибаем петельку назад. Все. Серьги готовы. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, этот МК оказался для вас полезным. Увидимся с вами в следующем видео.